Друзья, всем привет! С вами Андрей Самарин. Мы начинаем изучать рисунок, и для начала мы поговорим о материалах. Я расскажу вам о том, что я использую в своей работе или не использую по каким-то причинам. Начнем с самого большого и, на мой взгляд, самого главного. В первую очередь вам нужно приобрести себе мольберт. Вы можете видеть, что в академиях художники или студенты, начинающие художники изучают рисунок именно в положении стоя. Держат осанку, держат карандаш на вытянутую руку. И я рекомендую вам тоже начинать свое обучение именно таким образом. Вы, конечно же, можете сесть. Если вы не можете стоять по каким-то причинам, вы можете рисовать сидя. Но учтите, что при положении стоя задействуются совершенно другие отделы мозга головного. Человек, когда работает стоя, он рисует как бы всем телом. И процесс кардинально отличается, процесс мышления от того, если вы берете карандаш так, как вы держите его, когда пишете, садитесь сидя и работаете в радиусе кисти своей руки. Те художники, которые работают сидя, тоже учились сначала работать стоя. Это особенно важно, когда вы будете изучать перспективу и будете развивать свое визуальное мышление. Поэтому рекомендую начинать из положения стоя. Покупайте такой мольберт, который бы вам позволил работать на вытянутую руку с прямой спиной в полный рост. Далее. Вот эта штука называется планшет. Планшет можно купить или сделать его из обыкновенного листа фанеры. Вот в данном случае это 8 или 10 фанеры по толщине. Не нужно ничего больше. Бывает, покупают такие планшеты с набитыми деревянными каркасами, деревянной рамой. Это нужно для того, чтобы натягивать большие листы бумаги на планшет. Для начала вам понадобится планшет формата А2 или немножко крупнее, чем формат А2. Лист бумаги у нас 40 сантиметров на 60 примерно. Вы покупаете себе дощечку 42 на 44 на 62, если точнее. Лист бумаги 42 на 60. И учите, что фанера шлифованная, она шлифованная с одной стороны, ставьте лист на гладкую сторону. Теперь сама бумага. Художники-графики предпочитают использовать плотную бумагу, ее вес 200 мг. Это самая плотная бумага для рисования. Она называется госзнаковский ватман. Ватман с маркировкой госзнака. То есть, если эту бумагу просветить на источник света, вы увидите водяной знак, где будет написано «Госзнак». С той стороны, где нанесена эта маркировка, обычно и рисуют. То есть, бумага имеет две стороны – рабочую и обратную сторону. Сейчас лист бумаги практически не отличается с двух сторон. Но если очень хорошо так попробовать его потрогать, прислушаться к ощущениям, то вы поймете, что лицевая сторона бумаги немножко более шершавая. Это зависит от разной партии бумаги. Раньше она была более шершавая, сейчас это тоже немножко заметно. Скажем так, в традициях рисовать на шершавой стороне, потому что графит лучше стачивается с карандаша и остается на бумаге. Так, покупайте сразу себе пачку, 100 листов или больше, для того, чтобы вам хватило на продолжительный срок. Теперь карандаши. Карандаши, друзья мои, это инструмент, который у вас должен быть приобретен в таком хорошем качестве, то есть вы покупаете себе карандаш премиум сегмента. Это означает, что не за 10 рублей, а за 30 или за 40 рублей. Это никак не влияет на сам процесс обучения. Дело в том, что качественный карандаш меньше ломается. И, собственно, в этом и разница между дорогим карандашом и дешевым. Дело в том, что мягкие карандаши имеют свойство ломаться, даже когда они не заточены. То есть они ломаются внутри. Если вы уроните карандаш, он может раскрошиться. И тогда, когда вы будете его точить, он может выпадать из древесной основы. Поэтому покупайте себе карандаши хорошие. Я использую Kohinoor или какие-нибудь из этой серии, Faber-Castell или что-нибудь еще.
Карандаши вам необходимо будет купить от 2H до 4B. В этом диапазоне твердомягкости обычно работают художники. Вы наверняка знаете, что существуют карандаши твердые с маркировкой H и мягкие с маркировкой B. То есть мягче, значит, сочнее, темнее рисуют, а твердые рисуют бледно, незаметно. Чем больше цифра, которая стоит перед маркировкой H, тем больше, соответственно, твердость карандаша. 2H тверже, чем H, 3H тверже, чем 2H и так далее. И, соответственно, с повышением цифры перед буквой B повышается мягкость карандаша. Вы можете обнаружить на прилавке карандаш с маркировкой F. F – это карандаш между H и HB, то есть он не совсем твердый и еще такой не твердо-мягкий. Дополнительная твердомягкость была введена вот в профессиональной этой линейке для того, чтобы расширить диапазон художника. Если вы будете работать карандашом F, вы можете работать долго и не навредите своему рисунку, то есть не сделаете его слишком темным и в то же время не повредите бумагу. Карандаш F очень хороший, можете приобретать его смело. Карандаши, которые тверже, чем 2H, обычно используют для черчения. Иногда я использую карандаш более твердый, например, 4H. Но я делаю это тогда, когда это необходимо для того, чтобы отполировать цветотень рисунка. Когда вы полностью создали полнотоновое изображение, вы можете взять очень твердый карандаш и еще более проработать градацию, сделать градации более мягкими. Но это обычно бывает в исключительных случаях. Пока вам вполне будет достаточно от 2H до 4B. Карандаши более мягкие, такие как 8B и даже бывают 10 и 12B, используются для набросков, когда вам нужно быстро одной линией передать какие-то свойства, качества, позы или там силуэта. Для обыкновенного такого традиционного классического рисунка диапазон от 2H до 4B. Так, о том, как затачивать карандаш, мы поговорим в отдельном видео, потому что существует специальный культ и ритуал, и всякие суеверия, поверья, связанные с этим. Обязательно это обсудим. Есть такие вот карандаши еще автоматические, если так мы их называем, автоматические, на самом деле механические, но очень тонкие. Карандаши для того, чтобы заниматься скетчингом, рисовать в скетчбуке. Я использую карандаш толщиной 0,3 мм, когда занимаюсь скетчингом. Вы можете взять либо 0,3, либо 0,5 мм толщиной. Единственное, если берете тонкий карандаш, не покупайте карандаши слишком мягкие. Вот 0,3 мм – это HB, то есть средний твердо-мягкий карандаш. Он очень сильно ломается, если он мягче. Так, далее. Что мне попадется под руку? Ластики. Наверное, после карандашей разумно поговорить о ластиках. Ластики точно так же, как карандаши, бывают похуже и получше. То есть есть ластики, которые используют для того, чтобы стирать карандаш в тетради. Это немножко другие ластики, они такие более гладкие, резиновые, дешевые. Художники обычно используют мощные такие большие монолиты, которые режут или затачивают как карандаш. Почти никогда художник не использует ластик в том виде, в котором он его купил. Берется ластик и разрезается по диагонали для того, чтобы у него было острое ребро, или вы могли добраться этим острым ребром в любой труднодоступный участок рисунка. Я чаще всего использую милановские или вот тоже кохиноровские ластики. Наверняка вы знаете, что есть такое средство для стирания рисунка, которое называется клячка. Клячка – это такая вот жвачкоподобная масса или на пластилин похожая. В основном клячку используют для того, чтобы работать с мягким материалом. То есть она очень хорошо себя показывает, если вы работаете углем или очень мягким графитом. Клячкой не стирают, а промакивают. То есть вылепливают из нее какую-то форму. И могут, например, художники вымокать
блики в глазах. То есть добраться туда, куда сложно добраться при помощи карандаша. Пока вам не нужны клячки, пока вы изучаете основы рисунка, когда-нибудь они вам понадобятся, но сейчас не покупайте их. Просто это такой очень модный инструмент, и все считают, что клячки нужны художнику. Клячки часто мелькают в видеороликах, ну, пока они не нужны. Просто купите себе хороший ластик. Кстати, клячку может заменить вот такое приспособление. Внимание, да. Это электрический ластик, который вращается, и если речь идет о труднодоступных участках, например, тех же бликах в глазах, то электрический ластик справится с этим лучше, чем клячка. Вот лично у меня он есть, я его использую. Но опять же, когда вы будете изучать основы рисунка, вы не дойдете до того уровня, когда вам нужен электроластик. Когда-нибудь вы его себе, наверное, купите. Здесь лежит кисть. Кисть используется, малярная кисть, для того, чтобы смахивать остатки ластика с бумаги. Дело в том, что очень часто, когда вы стираете, ластик остается на ватмане, и снимать его рукой порой не представляется возможным, потому что рисунок бывает настолько нежным и настолько тонким, что до него вообще нельзя дотрагиваться. Поэтому лучше это делать кисточкой. Есть такие художники, которые пытаются дуть на лист. Дуть иногда нужно очень сильно, иногда до потери сознания. У нас были случаи в студии, когда художники теряли сознание, когда очень сильно пытались сдуть остатки ластика. Шучу, конечно. Дальше. Это лак для волос. Лак для волос – это самый лучший фиксаж для мягкого карандаша или для угля. Есть специальные лаки, ретушный лак, который рекомендуют наносить при помощи пульверизатора. Не стоит игра свеч. Берете обыкновенный лак для волос, любой, который попадается к вам под руку, который нравится вам по запаху, и осторожно под углом несколько раз наносите несколько слоев и фиксируете свой рисунок. Так делают все студенты всех вузов, и не нужно покупать специальные какие-то материалы. Графику сохранять довольно сложно, особенно пастель или уголь. Запомните, если вы работаете пастелью, вы просто ее сохраняете под стеклом. Пастель считается самым сложно сохраняемым материалом. Если вы работаете графитным карандашом или углем, вы можете фиксировать лаком. Дело в том, что если в материале, которым вы рисуете, есть белый мел, всякий раз, когда он намокает, подвергается воздействию лака, он практически исчезает с вашей работы. Поэтому не пшикайте пастель никогда лаком. Канцелярский нож для заточки карандаша, самый обыкновенный. Художники не используют точилки, точат вручную. Берите с толстым лезвием, так легче и проще. Далее, кстати, скетчбук, мы поговорили вот уже немножко о механическом карандаше. Не обязательно рисовать в скетчбуке механическим карандашом, можно обыкновенным. Ну, наверняка вы будете заниматься скетчингом параллельно, когда вы будете заниматься рисунком академическим. В чем разница? Скетчинг – это такая субкультура, когда вы садитесь за стол и в скетчбуке или на листе небольшого формата работаете, что называется, кистью руки. То есть рисуете на небольшом формате. Обычно скетчбуки покупают небольшие, формат А5, то есть это А2, половина этого формата – это А3, еще половина это А4 и четвертинка это А5. Ну, почему такой маленький? Потому что легко брать с собой, положить в сумку или в рюкзак. Если будете покупать себе скетчбук, посмотрите, чтобы он обязательно был шитый, то есть не на кольцах. Вы сможете развернуть себе большое поле для творчества. И сам шов этот имеет тоже свою эстетику. Когда вы работаете, рисуете и перешагиваете этот шов, рисунок получается очень классным, как будто преодолевает пространство, и на него здорово смотреть. Так, тоже старайтесь, чтобы бумага была плотная. Здесь 140 мг, то есть ватман 200 мг, здесь 140 мг. Бывают обычно скетчбуки с более тонкой бумагой, старайтесь купить поплотнее.
Так, и, наверное, последний инструмент, о котором я не сказал, но который вы заметили в моих руках в самом начале, это удлинитель для карандаша. Изначально такое приспособление называется удлинитель для угля или держатель для угля. Вы вставляете сюда уголек, также его затачиваете и рисуете. Но любой карандаш рано или поздно становится вот такого размера. И, конечно, вам нужно будет его удлинить. Но даже, друзья, если карандаш еще не стал такого размера, я рекомендую его делать длиннее, то есть начинать изучение перспективы именно вот с такого положения. Чем более длинный у вас рычаг, тем линия получается прямее, когда вы ее наносите. То есть нет шансов ей изогнуться, если вы рисуете на таком длинном рычаге. Плюс проводите линию быстро. Поэтому обязательно приобретайте себе такой удлинитель. Вот такой продается на AliExpress, стоит совсем недорого. Или можно заказать ручной работы. Так, пожалуй, все. Друзья, и помните, что рисунок является самой бюджетной формой изучения навыков, которые вам пригодятся в творчестве. Вы можете научиться рисовать, однажды купив все эти материалы, и вам хватит их на долгое продолжительное время. Спасибо за внимание. Пишите вопросы в комментариях, если у вас они остались. Всего хорошего, удачи в творчестве. Пока.